Однажды ранним утром, когда солнце еще только начинало покрывать землю своим теплом, Тим, мирный охотник и любитель природы, вышел на прогулку в лес. Внезапно он услышал слабый и срывающийся на отчаяние вой вдали. Подняв глаза, Тим увидел волчицу, изможденную и близкую к смерти. Между ее передними лапами было трое ее слабеньких и голодных детенышей. Сердце Тима жалось от жалости к этим беззащитным созданиям. Собрав все свои силы, волчица протянула лапу в его сторону, как бы просив у него помощи. Будто понимая, что выбирать между помощью охотника или смертью от голода, она приняла свое сложное, но единственно лучшее решение. И Тим не смог отказать в помощи, несмотря на то, что они смогут на него напасть. Он пошел на риск. Он взял троих волчат на руки и понес их сквозь густые заросли леса, чтобы укрыть их от опасностей мира. Тим взял сани, пошел в лес за волчицей и поволок ее на санях домой. В своем доме Тим создал уютное и безопасное убежище для них. Он сам обеспечивал их едой, кормя молоком и мясом, и старался укрепить их, чтобы они могли выжить. Месяца проходили, и Тим стал свидетелем превращения этих уязвимых и беспомощных волчат в крепких и здоровых волков. Они стали его верными спутниками, кормильцами и защитниками. В состоянии благодарности они охраняли его дом и помогали ему в его приключениях по природе. Но одним утром Тим проснулся от странного шума за окном. Выглянув в окно, его глазам открылась невероятная картина. Волчата, которых он спас и вырастил, перерыли его сад, и везде были разбросаны обрывки одежды, игрушки, обрывки газет. Тим улыбнулся, глядя на это чудесное и забавное зрелище. Он понял, что это был их способ показать ему свою любовь и благодарность. Волки, хотя и являлись дикими созданиями, научились ценить заботу человека, который им помог в самый трудный момент их жизни. Тим понял, что волчицы с волчатами уже стали сильными и здоровыми. Поэтому он их отпустил в лес обратно к природе. Через время Тим, прогуливаясь по лесу, иногда замечал их и с любовью провожал их взглядом. Пусть эта история расскажет нам о том, что иногда нужно дать шанс даже тем, кого считаем своими врагами. В конце концов, величайшие вещи в этой жизни часто могут возникнуть из наших самых неожиданных, добрых и сострадательных поступков. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.